Это было любопытное зрелище. Кошка, казалось, обнимала щенка. Натали остановилась как вкопанная, как только увидела этих двоих, в полном восторге от того, как мило они выглядели. А Телбсгн, но когда она продолжала видеть этих двоих друг с другом, кошку, которая, казалось, утешала щенка, она начала беспокоиться. Жоисктип. Она не знала почему, но ее не покидало тревожное чувство, связанное с благополучием щенка. Когда она решила действовать, то сразу же пожалела, что не сделала этого раньше. «О, Боже! О, Боже! Надеюсь, я не опоздала», — сказала Натали, мчась по городу со щенком на руках. Кошка бежала за ней, громко мяукая и царапая ноги Натали каждый раз, когда подходила достаточно близко. «Я знаю, мне жаль», — сказала она кошке. Все, что она хотела, это остаться со щенком, но Натали пришлось разнять их, чтобы спасти его. Щенок тяжело дышал, и Натали старалась не делать слишком резких движений. Однако маневрировать по оживленным улицам, в то время как все остальные двигались настолько медленно, насколько это было в человеческих силах, оказалось очень сложно. «Проходите! Проходите!» Она закричала. Но не все посторонились, из-за чего она натолкнулась на людей и слегка встряхнула щенка. Время шло, но Натали уже почти добралась до места. «Подожди, малыш», — сказала она, оглядываясь по сторонам. Кошки нигде не было видно, вероятно, она спряталась за спинами людей, но в данный момент ее это не волновало. Время щенка истекало. Но почему кошка обнимала щенка? Почему щенка нужно было спасать? Когда Натали впервые увидела, как кошка обнимает щенка, она остановилась, чтобы восхититься этим. Увидев кошку и щенка так близко друг к другу, она испытала приятное чувство, но в течение следующих нескольких дней это чувство постепенно исчезло. Она стала чаще ходить по этому маршруту, чтобы посмотреть, как дела у щенка и кошки. До работы было недалеко, так почему бы и нет, подумала она. Но, проходя мимо кошки и щенка каждый день, она поняла, что кошка никогда не выглядела по-настоящему расслабленной. В присутствии щенка она выглядела скорее обеспокоенной. Однажды воскресным утром она решила посмотреть, как близко сможет подобраться к кошке и щенку. Она никогда не была ближе, чем на другой стороне улицы, и ей стало интересно, что же происходит с ними обоими. Добравшись до того места, где она всегда их видела, она поняла, что больше никто не проявляет такого же интереса к этому дуэту. Возможно, они не заметили этих двоих, а может, пытались подойти поближе, но потерпели неудачу. Натали медленно приблизилась к парочке и тут же увидела, как хвост кота стал длиннее. Его глаза были прикованы к Натали, которая подходила все ближе и ближе. Ее «Привет, милый, я здесь только для того, чтобы подарить тебе немного любви», сказала она ласковым тоном. Внезапно кошка зарычала, защищая щенка, и встала перед ним, который рухнул на землю. Глаза Натали расширились, когда она увидела, что щенок лежит на земле, явно больной и неспособный самостоятельно передвигаться. Она знала, что должна что-то сделать, но боялась, что кошка причинит ей боль, если она просто протянет руку к щенку. Ей нужно было отвлечься. Увидев, что кошка и щенок явно жили на улице, Натали решила забежать в продуктовый магазин за консервированным тунцом. Ей пришлось ненадолго оставить щенка, что действовало на нервы, поэтому она постаралась сделать все как можно быстрее. Когда она вернулась, кошка заботливо облизывала щенку голову. Натали снова осторожно приблизилась и поставила консервированный тунец на землю. Сначала кошка немного колебалась, но, почувствовав рыбный запах, не смогла устоять. Он начал есть, как будто не ел несколько дней, и Натали быстро схватила щенка и побежала. Однако кот явно больше заботился о щенке, чем о еде, поскольку он мгновенно бросился за Натали. Кошка набросилась на ногу Натали, мяукая как сумасшедшая. Натали пришлось подпрыгнуть, чтобы не пораниться, и она побежала еще быстрее. Она держала щенка на руках, но тот казался очень вялым. Щенок тяжело дышал и был покрыт клещами. Все это явные признаки того, что ему требовалось немедленное внимание. Но была одна небольшая проблема.
Было воскресенье, и все ветеринарные клиники были закрыты. Натали уже бежала и не могла остановиться, иначе кошка напала бы на нее. Внезапно она поняла, что где-то недалеко от центра города есть центр контроля за животными. Это был ее единственный выход. Натали прибавила шагу, и кошка постепенно начала отставать. Натали мысленно взмолилась, чтобы кто-нибудь оказался в центре контроля за животными и ее усилия не пропали даром. Город вокруг нее гудел, не обращая внимания на разворачивающуюся драму. Она крепче прижала к себе щенка, чувствуя его прерывистое дыхание у своей груди, и помчалась мимо неоновых вывесок и воскресных гуляющих. Ее сердце бешено колотилось от надежды и нетерпения. Лавируя в толпе, Натали все больше расстраивалась из-за медленного шага пешеходов. «Подвинься, пожалуйста», — умоляла она, лавируя между группами туристов и местных жителей, наслаждающихся своим неспешным днем. Каждая секунда казалась вечностью, каждый медленный шаг становился препятствием на пути к выживанию щенка, и она продвигалась вперед с растущим отчаянием. Натали прерывисто дышала, когда извинялась, наткнувшись на растерянного покупателя. Внезапно воздух пронзило резкое мяуканье, похожее на крик боли. Сердце Натали ёкнуло, но она не могла оглянуться. Она могла только представить, как кошка пытается последовать за щенком, как непоколебима ее преданность ему даже в этом хаотичном бегстве. Натали почувствовала себя беспомощной и осторожно подула на нос щенка, надеясь, что это облегчит ему дыхание. Она знала, что это маловероятно, но все, что могло бы помочь, стоило попробовать. Шерсть щенка была влажной. От пота или, может быть, от слез, Натали не могла сказать. Она просто знала, что должна продолжать двигаться, продолжать пытаться, каким бы незначительным ни был этот жест. Не имея четкого представления о том, где находится центр контроля за животными, Натали побежала, повинуясь внутреннему инстинкту. В голове у нее кружился вихрь беспокойства и уличных пейзажей, когда она неслась по переулкам и пересекала перекрестки. «Это должно быть где-то здесь», — пробормотала она, обращаясь скорее к щенку, чем к себе, надеясь, что ее чувство направления не подведет их сейчас. Пока Натали спешила по улицам, щенок в ее руках вдруг начал тихонько извиваться. Вздрогнув, она слегка замедлила шаг, отодвигая щенка, чтобы заглянуть в его умоляющие глаза. Звук был слабым, душераздирающим, заставляя ее быть еще осторожнее с каждым торопливым шагом, который она делала в шумном городе. Мгновение спустя Натали почувствовала, как по ее животу разливается неожиданное тепло. Ее лицо вспыхнуло от внезапного осознания. Щенок помочился на нее. Несмотря на дискомфорт, она не смогла удержаться от короткого смешка среди этого хаоса. Этот маленький неприятный инцидент только укрепил ее решимость оказать щенку необходимую помощь, и как можно скорее. Отвлекшись на тепло и промокшую рубашку, Натали не заметила торчащий из земли столб. Ее нога зацепилась за него, и она, вскрикнув, упала вперед. Шок от внезапного падения сотряс все ее тело, когда она отчаянно пыталась защитить щенка от удара. Удача была на их стороне, по крайней мере, для щенка. Падая, Натали сумела изогнуться всем телом, тем самым защитив щенка, который благополучно приземлился на траву. Однако Натали повезло меньше. Она сильно ударилась о тротуар, грубая поверхность которого царапнула ее кожу, когда она попыталась смягчить удар. От падения. Натали немного полежала, чувствуя, как острая боль пронзает ее исцарапанные локти и колени. Она поморщилась, пытаясь подняться, несмотря на дискомфорт. Она знала, что не может оставаться на месте, ей нужно встать, чтобы продолжать идти. Ее решимость окрепла, подкрепленная срочностью ее миссии и тихим поскуливанием щенка. Когда Натали попыталась встать, люди столпились вокруг нее, протягивая руки и выражая сочувствие. Их благонамеренные фигуры сгрудились слишком близко, полностью закрывая ей вид на щенка. Сердце Натали бешено колотилось, когда она пробиралась сквозь море ног, пытаясь разглядеть маленькое, хрупкое создание, которое она так отчаянно пыталась спасти. «Двигайся, двигайся!»
Натали закричала, и в ее голосе послышалась паника, когда она вскочила на ноги. Ее глаза забегали по сторонам, отчаянно ища щенка, но было слишком поздно. Маленький комочек шерсти исчез в толпе. У Натали от страха жалось сердце. Щенок не мог уйти далеко, но его нигде не было видно. Натали обернулась, обводя взглядом местность в надежде хоть мельком увидеть щенка. Щенок. Люди проходили мимо, не обращая внимания на срочность ее поисков. Она направилась туда, где в последний раз видела щенка, перебирая в уме возможные варианты, но ничего не находя. Она нигде не могла его увидеть, и шумная улица, казалось, поглотила все ее надежды. Не обнаружив никаких признаков щенка и не зная, что еще предпринять, Натали достала телефон и набрала номер службы контроля за животными. Ее голос дрожал, когда она объясняла ситуацию и умоляла их приехать побыстрее. Натали. Она знала, что дорога каждая секунда, и цеплялась за надежду, что они смогут помочь найти пропавшего щенка, пока не стало слишком поздно. В то время как она с тревогой ожидала прибытия службы контроля за животными, несколько прохожих заметили расстроенное состояние Натали и подошли к ней. «Ты в порядке? Что не так?» — спросили они, и на их лицах отразилось беспокойство. Натали вкратце рассказала о своем бедственном положении, о потерянном щенке и о своем падении, что только усилило беспокойство на их лицах, когда они огляделись по сторонам, присоединяясь к поискам. Натали быстро объяснила ситуацию мужчине по имени Боб, который обратился к ней с беспокойством. Боб кивнул, понимая срочность ситуации, и немедленно предложил свою помощь. Вместе они начали тщательный осмотр окрестностей. Натали указала, где она в последний раз видела щенка, и ее голос был полон надежды, а Боб внимательно слушал и готовился к поискам. Боб и Натали обследовали окрестности. Они заглядывали за густые деревья, под припаркованные машины и шуршали в подлеске. Они позвали щенка мягкими, уговаривающими голосами, стараясь не напугать его еще больше. Их глаза осматривали все возможные укрытия в оживленном городском парке. Их настойчивые поиски увенчались успехом, когда Боб заметил легкое дрожащее движение под ближайшей машиной. Это был щенок, съежившийся в темноте, его маленькое тельце дрожало от страха. Сердце Натали подпрыгнуло одновременно от облегчения и беспокойства, когда она медленно приблизилась, шепча успокаивающие слова, надеясь успокоить испуганное животное. Натали медленно протянула дрожащие руки, пытаясь выманить щенка наружу. Но когда ее пальцы приблизились, щенок издал пронзительный визг страха и еще дальше забился в тень машины. Натали замерла, у нее перехватило дыхание, она боялась вызвать еще больший стресс у и без того напуганного щенка. Как раз в тот момент, когда Натали обдумывала свой следующий шаг, кошка, тяжело дыша и явно обессиленная, появилась из ниоткуда. Она метнулась к щенку, встав на страже с яростной решимостью. Натали отступила назад, ее решимость ослабла, когда кошка устремила на нее суровый взгляд, явно защищая своего друга-собаку. Натали поняла, что теперь, когда кошка вернулась и яростно защищает ее, самостоятельно вытащить щенка из-под машины уже невозможно. Она нервно расхаживала по комнате, наблюдая за котом, который стоял на страже, словно часовой, охраняющий своего компаньона-собаку. Все, что она могла сейчас сделать, это дождаться прибытия службы контроля за животными, надеясь, что они смогут справиться с ситуацией с необходимой деликатностью. Натали испытала облегчение, когда к дому подъехал белый фургон с надписью «Служба контроля за животными». Из машины вышли два офицера, экипированные и готовые к бою. Натали бросилась к ним, ее тревога немного улеглась из-за их быстрого прибытия. Ручка. Она указала на машину, под которой прятался щенок, и настойчивым голосом объяснила критический характер ситуации. Натали быстро подошла к полицейским, объяснив, что это срочно, и они внимательно выслушали ее. «Щенок очень напуган, а рядом живет кошка, которая очень заботится о нем», — сказала она, указывая на машину. Полицейские кивнули, понимая, в какой щекотливой ситуации им предстоит разобраться.
Полицейские достали из своего фургона инструменты, длинную палку с петлей и сетку. Сердце Натали упало, когда она увидела это. Инструменты выглядели скорее угрожающе, чем успокаивающе, особенно для такого маленького испуганного животного, как щенок. Она прикусила губу, размышляя, как вмешаться, не обостряя ситуацию. Увидев, что эти инструменты могут еще больше напугать щенка, Натали шагнула вперед. Еда. Может быть, мы могли бы попробовать менее пугающий подход, осторожно предложила она. Ее взгляд метнулся к фургону, затем обратно к щенку под машиной, в голове проносились альтернативные, более щадящие способы безопасного извлечения испуганного животного. Сотрудники службы контроля за животными выслушали предложение Натали и согласились, что выманить кошку и щенка на улицу с едой было бы более безопасным. Первым шагом они одобрили идею Натали использовать что-то менее опасное, чем петля и сетка. «Сначала давайте попробуем по-вашему», — сказал один из офицеров, с надеждой, но с осторожностью относясь к успеху этого гуманного подхода. Приняв решение, они приготовились к более мягкой попытке. «Если это не сработает быстро, нам придется рассмотреть другие варианты», — предупредили офицеры. Натали понимала срочность и ставки. Они все хотели, чтобы щенок был в безопасности, но время было роскошью, которую они могли себе не позволить, если состояние щенка ухудшится. Натали бросилась в ближайший магазин, чтобы собраться с мыслями. Она схватила банки с тунцом, лососем и кормом для щенков, расплачиваясь дрожащими руками у прилавка. Вернувшись на место происшествия, она аккуратно разложила еду в ряд из-под машины по направлению к обочине, надеясь, что запах привлечет испуганных животных на открытое место. Натали и сотрудники службы контроля за животными ждали, не сводя глаз с темного пространства под машиной. Минуты тянулись медленно. Офицеры обменялись взглядами, их терпение иссякало по мере того, как первоначальный оптимизм начал таять. Они начали обсуждать возможность использования своих инструментов, если животные не отреагируют в ближайшее время. Как раз в тот момент, когда полицейские собирались вернуться к своему первоначальному, более агрессивному плану, щенок зашевелился. Он выглянул из-под машины, подергивая носом, когда до него донесся соблазнительный аромат еды. Натали затаила дыхание, надеясь, что малыш отважится сделать несколько шагов в сторону безопасного места. Медленно щенок направился к обочине, привлеченный запахом еды. Кошка, умная и осторожная, наблюдала, но не последовала за человеком, почувствовав его замысел. Натали, затаив дыхание, наблюдала, как щенок, ободренный голодом, отодвинулся от охранявшей его кошки и направился в безопасное место. Когда щенок доел последние кусочки еды, Натали осторожно подобрала его. Он слегка дрожал в ее руках, измученный, но, наконец, безопасный. Она осторожно положила его на заднее сиденье фургона службы контроля за животными, укрыв мягким одеялом, чтобы по дороге в больницу ему было удобно. Сердце Натали разрывалось от желания остаться со щенком и проводить его до больницы, но сотрудники службы контроля за животными объяснили, что она не сможет приехать. Она неохотно дала им свой номер телефона. «Пожалуйста, сообщайте мне о любых новостях», — взмолилась она, и глаза ее заблестели от слез, когда двери фургона закрылись. Фургон уехал, забрав щенка, чтобы обеспечить ему необходимый уход. Натали стояла на тихой улице, а Боб и кот все еще прятались под машиной. Внезапная пустота стала ощутимой. Боб взглянул на часы, пробормотал «до свидания» и оставил Натали наедине с настороженным котом. Когда Боб ушел, Натали не могла избавиться от чувства беспокойства за кота, оставшегося без компаньонки. Она села на обочину на почтительном расстоянии от машины и стала ждать. Она знала, что кошке может потребоваться время, но надеялась, что она тоже выйдет, привлеченная остатками еды. Натали терпеливо ждала на обочине, не сводя глаз. С места под машиной. В конце концов кот осторожно выбрался наружу, привлеченный запахом лосося и тунца. Сначала он колебался, но затем начал есть, и по мере наполнения желудка его настороженность постепенно ослабевала.
Натали осталась сидеть, наблюдая, как кошка ест. Она не двигалась, не желая спугнуть ее резкими движениями. Тихий момент на тротуаре показался ей почти мирным, что резко контрастировало с хаосом, царившим ранее, когда она наблюдала, как настороженное животное постепенно расслабляется. Как только с едой было покончено, поведение кошки заметно изменилось. Она начала громко мурлыкать, и этот звук наполнил тихую улицу. К удивлению Натали, кошка подошла и потерлась о ее ногу, требуя внимания. Она затаила дыхание, пораженная тем доверием, которое кот начал проявлять. Ободренная ласковым поведением кота, Натали медленно протянула руку. Кот не уклонился. Вместо этого он прижался к ней, мурлыча еще громче. С каждым нежным поглаживанием кошка, казалось, прощала ее прежние попытки поймать ее, и ее глаза медленно закрывались от удовольствия. Почувствовав, что между ними установилась связь, Натали решила забрать кошку домой. Она уговаривала ее ласковыми словами и жестами, ведя к себе. Пока они шли, Натали размышляла, как бы она отреагировала на ее собственную кошку. Дома она осторожно познакомила их, надеясь на мирное сосуществование. Две кошки удивили Натали своим спокойным поведением. Уличный кот и ее собственная кошка, казалось, были равнодушны к присутствию друг друга, беззаботно развалившись в гостиной. Было облегчением видеть, что они так расслабились вместе, и это вселило в Натали надежду на их дальнейшее общение. Когда наступил вечер, Натали приготовила небольшую подстилку для уличной кошки прямо за своей дверью. Она положила рядом мягкое одеяло и миску с водой, чтобы кошка чувствовала себя желанной гостьей, но при этом не была вынуждена заходить внутрь. Она наблюдала из окна, как кошка свернулась калачиком и, казалось, была довольна своим новым временным убежищем. На следующее утро Натали позвонили из службы контроля за животными. Состояние щенка было стабильным, но он все еще был очень болен. Он случайно съел яд, найденный на улице. Облегчение, смешанное с беспокойством, охватило ее. Она была рада, что щенок жив, но обеспокоена его тяжелым состоянием. Во время разговора сотрудники службы контроля за животными объяснили, что щенку нужен временный дом, где ему будут давать необходимые лекарства. Они подчеркнули важность тщательного и последовательного ухода для его выздоровления. Натали почувствовала прилив решимости. Она знала, что у нее есть возможности и желание помочь. Не колеблясь, Натали вызвалась взять щенка на воспитание. Женщина, с которой она разговаривала по телефону, с облегчением согласилась привести ей щенка. Позже в тот же день Натали испытывала смешанное чувство волнения и ответственности, мысленно готовясь к тому, чтобы ухаживать за щенком и вернуть ему здоровье. Натали провела утро, бегая за магазины, выбирая корм для щенков, пищащие игрушки и уютную кроватку. Вернувшись домой, она расставила все в гостевой спальне, превратив ее в уютное убежище для щенка, который скоро должен появиться на свет. Она перепроверила каждую деталь, чтобы убедиться, что все идеально подходит для начала новой жизни. Когда щенок, которого теперь зовут Уариор, появился на свет, рядом с ним была уличная кошка Энджел. Как только Натали открыла дверь, Энджел уверенно вошла в ее дом, как будто он всегда принадлежал ей. Казалось, кошка решила, что ее место рядом с воином, а теперь, соответственно, и с Натали. Натали тоже. Видя неоспоримую связь между воином и ангелом, Натали поняла, что не может их разлучить. Она решила взять на воспитание обоих животных. Казалось правильным назвать щенка воина за его силу, а кошку ангела за ее защитную натуру. Это было началом новой главы в ее жизни, наполненной неожиданным общением. В течение следующих недель Уариор медленно выздоравливала под присмотром Натали. Тем временем ее собственная кошка-корица проявляла все больше интерес к новому месту жительства. Она часто сидела за дверью гостевой спальни, обнюхивала ее и издавала тихие чирикающие звуки, заинтригованная незнакомыми запахами и звуками. Когда Уариор полностью поправился, Натали представила его, Энджел и корицу друг другу. Первоначальные колебания сменились игривыми встречами и совместным сном.
Несколько месяцев спустя они превратились в одну большую счастливую семью, у каждого члена которой были свои причуды, но все они были едины в своем комфорте и привязанности друг к другу.